Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку по многочисленным просьбам любимый миллионами, без преувеличений, знаменитый на весь мир, мега вкусный морковный торт, как из кофейни Starbucks. Торт получается необыкновенно вкусным, влажным, сочным, очень пропитанным, ароматным, с оттенками разных вкусовых направлений. И готовится он очень просто и быстро, справится с его приготовлением даже новичок. Итак, сначала мы приготовим морковные коржи. Здесь 80 грамм грецких орехов. Я их нарубаю не слишком мелко ножом. Можно их измельчать в измельчителе, но лучше нарубить ножом, потому что они должны чувствоваться такими хорошими кусочками в торте. Отставляю пока в сторону. Здесь у меня 460 грамм моркови. Натираю ее на мелкой терке. Морковь здесь я беру средней сладости. Если у вас очень сладкий сорт моркови, следует тогда впоследствии в рецепте уменьшить немного количество сахара. Туда же я натираю цедру от 2 мандаринов и выжимаю сок от этих 2 мандаринов. Мандарины, чем они хороши здесь? Они дают такую нежную, едва уловимую цитрусовую нотку. Если у вас нет мандаринов или вы их не любите, вы можете использовать здесь цедру от половины одного апельсина. Ни в коем случае не лимонную цедру, потому что будет очень резкий вкус и аромат. А вот мандарины здесь идеально, конечно, сочетаются с этим вкусом. Здесь я использую биомандарины без химической обработки. Вы же, если у вас обычные, покрытые средством специальным мандарины, следует их перед натиранием, естественно, промыть их кожуру. В интернете масса видео, как это делается, для того, чтобы снять с них вот этот вот химический защитный слой и потом уже только натирать с них цедру. Отставляю пока в сторону. 360 грамм муки, 1 чайная ложка с хорошей горкой корицы здесь у меня, щепотка соли, 12 грамм какао-порошка. Все просто перемешиваю и добавляю туда 15 грамм разрыхлителя для теста. Разрыхлитель берите качественный, чтобы он был свежим обязательно, чтобы у него был хороший срок годности. Отставляю пока в сторону. 4 яйца комнатной температуры, весом каждое яйцо без скорлупы примерно по 50 грамм. Среднего размера яйца. 16 грамм ванильного сахара. 240 грамм сахара. Если морковь у вас очень сладкая, следует брать 200 грамм сахара. У меня средней сладости морковь, поэтому я беру 240 грамм. И 240 грамм без запаха растительного масла. Все это сейчас я перемешиваю и добавляю туда всю морковно-мандариновую смесь. В оригинальном торте, конечно, морковь натерта более крупно. Я здесь натираю более мелко, потому что я пробовала и так делать. Мне нравится именно более мелкий вариант натирания моркови. Духовка у меня уже разогрета на 180 градусов Цельсия. Сухие ингредиенты сейчас я все просеиваю туда, в эту смесь. Также я добавляю туда сейчас 80 грамм орехов, которые я порубила ножом, грецких орехов. И 60 грамм изюма. Изюм у меня снековый, то есть его можно сразу употреблять в пищу, поэтому я его не размачивала, он уже у меня готов. Если слишком крупный у вас изюм, его следует все-таки измельчить ножом. 2 формы у меня здесь по 21 сантиметру в диаметре, раздвижные кольца. Я их выставила специально вот на такой диаметр, чтобы коржи не были очень высокими. Вы можете также выпекать в 2 формах по 20 сантиметров. Убираю сейчас выпекаться на 45 минут при температуре 180 градусов Цельсия без конвекции. На режиме вверх-вниз я выпекала. Проверяю шпажкой, выходит она сухая и чистая. Даю им полностью остыть до комнатной температуры, этим коржам. Извлекаю их сразу из формы. И вот так на решетке я их переворачиваю дном вверх. Они еще, в принципе, теплые у меня. потому что остывают они достаточно медленно, очень насыщенные эти коржи.
Здесь сами бисквиты эти морковные можно кушать как отдельный самостоятельный десерт, настолько они вкусные. В пищевых пакетах убираю примерно часа на 3 в холодильник. Конденсат у меня собрался в пакете, ничего страшного, зато коржи будут очень хорошо держать форму, и они при этом остались у меня влажные и не подсохшие. Вот здесь это важно. Поэтому я не убирала в пищевую пленку, иначе они бы были очень мокрые. Каждый бисквит разрезаю я сейчас на 2 коржа. Бисквиты очень насыщенные. Они прекрасно держат форму, они не крошатся, не ломаются, но в то же время нежнейшие получаются. Шапочку сейчас буду использовать для обсыпки боковины торта. Вот такие нежные они внутри, эти бисквиты. И второй бисквит также разрезаю на 2 коржа. Можете все это ножом просто разрезать. Нежнейшие получаются, но при этом не крошатся и держат превосходно форму. Заранее отвечу на вопросы в комментариях, можно ли здесь заменить растительное масло сливочным. Можно, но коржи будут крошиться, и они не будут такими влажными и нежными. Я использую рапсовое здесь масло, рафинированное. Убираю пока в сторону и приготовлю сейчас крем. 250 грамм размягченного сливочного масла я взбиваю примерно пару минут. Добавляю туда 150 грамм сахарной пудры и взбиваю вот до такого побеления и пышности. В общей сложности примерно 5 минут я взбивала. Добавляю сейчас туда 300 грамм творожно-сливочного сыра комнатной температуры, ни в коем случае не холодного. Перемешиваю, даже взбиванием здесь нельзя это назвать, примерно 20 секунд, не дольше. Если вы возьмете такие сыры дорогие, как Филадельфия, гладкие такие, Хохланд, у вас будет идеальный однородный крем. Я беру здесь самый дешевый вариант из дискаунтера, поэтому крем у меня не совсем однородный. Это благодаря качеству творожно-сливочного сыра. Кремовую массу я поделила на 4 равные части и буду использовать эту массу как раз для 4 коржей. Коржи я ничем не пропитываю, они очень влажные, то есть их ни в коем случае не нужно пропитывать. Крема здесь, вам будет казаться, что его мало, на самом деле его достаточное количество для пропитки этих коржей. Коржи сами по себе настолько самодостаточны здесь, что крем здесь просто оттеняет вкус этих коржей. То есть все с этим нормально. Еще раз хочу повторить, что вы можете натирать морковь на крупной терке, тогда она у вас будет проглядывать из коржей. Если вам так нравится, пожалуйста, делайте так. По поводу специй. Специи здесь помимо корицы можно добавлять разные. И мускатный орех, и кардамон, и имбирь, и все, что вам нравится. Но очень-очень умеренное количество, чтобы он не был имбирным пряником. 50 грамм растопленного белого шоколада я переложила в кондитерский мешок. Делаю вот такую сетку, характерную для этого торта. И сейчас измельчаю оставшиеся шапочки от бисквитов. И этой крошкой полученной я украшу боковины торта. То есть готовится это все элементарно, просто и быстро. В итоге получается кулинарный шедевр. Без преувеличения. Один из самых вкусных морковных тортов. Вы можете украшать на свое усмотрение. Его, естественно, можно покрыть вашим любимым кремом. На 3-4 часа обязательно нужно убирать в холодильник, чтобы вкусы объединились. Можно убрать на ночь. Все на ваше усмотрение. Идеально красивый разрез получается. Очень нежный, ароматный, вкусный. Конечно, из специй, помимо корицы. И в оригинальном торте используются еще и другие специи. Я просто здесь готовлю такой вариант, именно который нравится всем. Вы можете, конечно, кардамон использовать. И имбирь. Если вы любите что-то такое понасыщеннее, здесь можно использовать именно специи для приготовления пряников. Но специи по количеству нужно брать буквально на кончике ножа, чтобы вкус специй не доминировал в торте. Торт получается нежнейшим. Коржи получаются очень влажными, сочными, но в то же время они не забитые, они не клеклые. Очень приятная текстура у бисквитов. Он прекрасно надламывается вилкой, все слои прослеживаются.
И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.